Начать эфир. А вы в эфире. Отлично. Микрофон отключен. Так, всё, работает, да? Работает, да? Работает, да? Пум-пум-пум-парум-пум-пум. Ну что, ждем Gamescom, да? Вы в эфире. Отлично. Микрофон отключен. Так, надо на телефоне включить, чтобы было лучше слышно, видно и все. Так, я сворачиваю браузер, и мы немного поиграем. Та-та-там, пам-пам-пам. 720 на 60. Так, по идее, она уже началась трансляция. Если слышно видео, говорите. Будем пробовать что-то менять. Вот у кого-то 1,7 тысяч вообще уже, ну блин. У меня зритель один. О, чувак уже какой-то смотрит. Здорово. Здорово всем, кто смотрит. Все такое. Да. Зритель один. Все, вроде бы нормально идет. Я настрою немного так. Надо на 1900 настроить. Всякого всего. На 60 только есть. Ладно. Это под телек просто. А игру не слышно? Нет, все нормально. Так, мы сначала поиграем и, короче, начнем где-то примерно без 10 смотреть. Присоединяемся, смотрим. Кто не знает игру, это игра 2000 какого-то, не знаю. Ну, короче, это Darksiders. Наконец-то, может, покажут продолжение. Там 4-ю часть, вроде бы говорили, то, что она будет в кооперативе. Это первая часть. Два человека смотрят. Так, соответственно, я подключаю чат, чтобы увидеть, что кто пишет. Игру тоже слышно? Хорошо. Так, что это, кто это? Движемся по сюжету. Так, импат. Так, ну туда. Так, перестань ходить. Так, геймпад немного разошелся. Так, надо немного чувствительность геймпада уменьшить. Все равно немного много. Так, не то. Где прицел? Так, вот. Так. Погнали. Сейчас, по идее, на канале, на Gamescom, сейчас идет пришел, поэтому смотреть мы его не будем. Там, в принципе, показывает то, что уже показывает.
Так, меня летят души. И он ржет, я не понял, что он ржет. Так, от этого вообще невозможно увернуться. Я вообще не понимаю, как. Я первый раз его встречаю, он, по-моему, раньше был огненным. Все, так, я с ним разобрался. Он меня нормально так снял хпшку. Или же все-таки мы подключим этот стрим, наверное, уже. Давай, наверное, стрим уже подключим, потому что я что-то не уверен, что я буду хорошо играть. Один человек присоединился и сразу же ушел потом. Так, нужно отключить ВК, и чтобы не шли уведомления. Качество, конечно, ожидает быть лучше. Качество, конечно, ожидает быть лучше. Так, это я проверяю. Нет, наверное, все-таки, на YouTube, будем смотреть. На Твиче, да, что-то как-то не очень. Так, мои поиски тут. Историю я не хочу показывать, вот. Gamescom. Да, тут 1080p. Давайте будем здесь смотреть лучше. Показывают геймплей Plague Tale. Его вроде бы уже показывали неделю назад на геймплей. Я помню записью. We can make it. Yes, then you'll rest. У вас новый подписчик, отлично. Один подписчик. Так что будет очень большое количество вообще игр. Это где-то примерно 30 их. То есть нашел Джефф Кили. Что смотрите, сейчас, естественно, проходит пришел. То есть ознакомливает с прошлыми анонсами, геймплеем. Смотри, как ты слышишься. Ну, это на телефоне, я не знаю, как будет на компьютере смотреться, но вот наша трансляция.
Нормально идет. Ну, типа... Это, наверное, просто само видео лагает немного, да? Лагивает. Вот это вот видео. Да. Но оно в 30 FPS идет, по идее. Скорее всего, просто записывали и, кстати, да, она опаздывает немного. Стандартный этот идет. Стандартная. Я сейчас попробую изменить. Сейчас я немного изменю задержку. Если это будет возможно сейчас сделать, уже когда как бы сама трансляция уже идет. Нет, это уже невозможно сделать. Так, все, так, мы возвращаемся в Gamescom и будем смотреть на YouTube. Так, не туда. Да. Будем смотреть в оригинальной озвучке, без никого, чтобы он нам не мешал. Так, возвращаем. Так, на зарядочку на телефон кинуть. Соответственно, ждем. Интересно, что нам покажут на этом стриме сегодня. Оля, что ты сейчас ждешь вообще? Что я сейчас жду? Да, вообще от презентации будущих проектов. Ну, если честно, я не знаю. Я, наверное, больше жду новый показ геймплея. Это Ragnarok, God of War. Хочу, чтобы показали новые там фишки, вот это всего такого. Но понятно то, что типа сразу мы это не поиграем. То, что нет плойки вроде бы. Но очень-очень интересно. Вот Какой там будет вроде геймплей? бы анонсируют еще State of Play, но это еще не официальная в данный момент информация, что через неделю, даже примерно через 2 недели, должен быть State of Play от PlayStation. Так что будем, если что, за этим смотреть и интересоваться. Что будет, как преподносить вообще игры. No, it's bleeding a lot. They're coming. I can't. You have to handle it yourself. Are you sure? Do it. Quick. Сразу скажу, что Plague Tale замечательная игра. И кто играл в первую часть, там много очень необычных сюжетных поворотов. Вот. Так что вторая часть, можно сказать, будет очень любопытно поиграть. Да, на самом деле это она очень ожидаемая игра. Ну, для меня лично, вот. Вот. Много геймплейных разных новых фишек будет, скорее всего. Вот. Ну, в принципе, сейчас этих, Женя, нету... Кто нас смотрит? Нету чего. В принципе, можно не сильно так разворачиваться. Так мы никуда не спешим. We have to get out of here. О, это как коллекционное издание, смотри. Статуэтка новая. Классно. И пластинка, по-моему, из игры будет музыка сама. Так, зрители 2. Что Кто же нас за смотрит? будет? Так, что это за игра, не понял. Не, ну это сейчас показывает, по-моему, все то, что типа уже показывали, или, возможно, не показывали. Точно не знаю, но это типа пресс-шоу, поэтому только через 40 минут начнется. Все самое классное, все самое сочное, да. Это не легенда Пи, то есть... Lies of P?
А, нет, это, блин, это про девушку, да, которая типа механизм. А, нет, что тут другое. Ну, это раунд 18. 5 крыс. Вспоминаешь Plague Tale. Прошлый геймплей. Какая-то. Кого напоминает? Так, знакомое лицо, да, действительно. Ну, это... Так же, когда ходим в туалет, закрываем дверь, чтобы не слышно было всем. Да, это про ту бабу, которая типа робот в этом. Я точно не помню название игры, потому что, ну, типа Souls-like какая-то игра, которая типа. Ну, мне она не очень зацепила, поэтому я и не помню название. От создателей этот Fall, что-то там. Блин, как про пиратов, по-моему, игра была или что-то. Ну ты ее, по-моему, уже не заиграл. Нет? Это какая-то вторая часть? Нет, ну типа от создателей игры, которая типа этот. Я точно не помню, как называется игра, но. По-моему, это она. Но это что-то новое показывает. Такого мы еще не видели. Wake up, son. Ну да, Мне да, его да. лицо этого мужчины напоминает из Detroit Become Human, но... Да, актеры. полицейского. Да, Возможно, это он и есть. не знаю. Lies of Да, P. Lies of P, Да, то, что мы и думали. Это просто я не новый. в сеть пошел вообще. Наверное, геймплей уже покажут на самой презентации, когда будет Джефф Кили все рассказывать. Естественно, показывается. Не, как бы она будет сразу в Xbox, тоже по геймпасу. Мне кажется, сразу можно будет сделать предзаказик. Естественно. Это какая-то детективная игра. Hello? Anyone here? Anguish fills this residence, Benedict. I got a bad feeling about this. Это мы уже видели. Разве была уже? Да, ну это по раз Found the first piece. There must be more. That's him. I Читаешь thought мысли, I похож can guide на you детектива. through his memories. We're close. Don't let your fright hold you back now. Ну, платформеры меня мало какие платформеры вообще могут зацепить. Не, знаешь, они сейчас даже хорошо продаются. Ну, почему бы и нет? Ну а их сразу добавляют в геймпас. Естественно, играют по подписке, даже на плойке. Вот, которая вот недавно появилась сама подписка. Вот я думаю, это можно увидеть. По геймпасу, да, вот геймпас есть. Все она выйдет. Но нет именно у нас плойки. I'm Bartek, PlayStation. creative director. Вот и геймплей сейчас покажет, в принципе. Даже так. Плохо. Так, какая-то пауза, видимо. Уже перезапустить? Возможно, нужно перезапустить. Нет, какая-то пауза, реально. Нет, это пауза в трансляции. Ну так давайте, покуда пауза в трансляции. Кто что ждет? Самый интересный вопрос.
Да, что вы ждете от вообще от трансляции? Вот у нас пока один, кто смотрит, вот что ты ждешь от трансляции, каких анонсов, может, каких-нибудь геймплейных Пиши, роликов новых? естественно, внизу в комментариях. Будем смотреть. Нет, Saints Row мы не играли, но... В принципе, я ждал перезапуска Saints Row, но... Что-то как-то пока сыровато, но... Может, в будущем, но сейчас просто запланировано много игр, которые нужно пройти. А Saints Row пока что-то как-то не хочется пока. То есть он не в приоритете сейчас стоит. Ты же сейчас по Спайдермену же проходишь, да? Да, сейчас у меня на канале я прохожу почти каждый день, я прохожу Спайдермена. Вот, ты тоже можешь Так, видео вернулась. посмотреть там, естественно, на канале. То есть пару частей именно Спайдермена. Так, возможно, это с интернетом может какая-то проблема. Надо с ОБС посмотреть, может, ОБС пинг слишком. Точнее, не пинг, а этот... Рейд слишком большой. Вроде бы красным не горит, все зеленым. Это, скорее всего, трансляция у них что-то. With your Трансляция. trustworthy Нет, demon всё. companion by your side, На Твиче, наверное, у них полностью везде, наверное. follow the mystery back in the real world, you will encounter different limbos, each with various menacing biomes. Или, возможно, Threats просто within. с интернетом. Подожди, мы на IGN смотрим? Нет, это Gamescom. не Gamescom. Это просто IGN, наверное, что-то рассказывает про эту игру. Так, я жду GTA 6, бро. О ней столько слухов, Rockstar тянут жутко. Да, ну, ты знаешь... Паучок, я Стрей недавно прошел. Да, я Стрей как бы тоже проходил. Стрей великолепная игра, по сути. У нее очень большой рейтинг, и она действительно заслуживает своего рейтинга. Но она меня не так тоже сильно зацепила. Я ее чисто протестировал. Да, моей девушке больше понравилась, конечно, эта игра. Вот. По идее, она прошла уже. In the demon realm, Benedict will encounter other factions, each with their own agendas. Мне как-то не Fighting нравится them то, что will на require телевизоре different approaches. Not all encounters квадратики. are the same. Как это будет вообще на гласности? Exploring the limbo can be dangerous, but rewarding. With the gathered loot, you can get back to the mansion in the real world and replenish your stock with the help of some trusted old friends. In this case, it's Harry Houdini, the legendary Нет, на стриме illusionist. нормально идет все. Отлично. Это просто на телевизоре такое качество, такое. Видимо, телевизор просто не справляется. Ачивки какие-то были только что. You got that thing? The old one got lost in the mail, if you know what I mean. Got it right here. Давайте я вам расскажу, может, вообще, кто из каких компаний вообще появится на данной Extremely useful презентации. item. Это будет точно Ubisoft, Xbox, PlayStation, как бы тоже есть. Вот. Quantic Dream тоже должны будет представить игру. То есть это создатели Detroit Become Human. Вот. И да, множество будет организаций. Вот. И я не думаю, что они будут на данной организации, потому что они в этом году вообще как бы не делали никаких премьер. Вот. Ну, там, да, FIFA новая, то есть какие-то футбольные симуляторы, хоккейные. Вот. Но больше вроде бы такого, что... Так, это. Декалисты протокол. Да. Просто показывают тот геймплей, который показывали на Summer Game Fest. Тоже на шоу Джефф Кили. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck.
Тоже интересная игра, такая мрачная сама по себе. Нравится тут и физика, и анимации, лицевые анимации тоже. И полностью как проработана сама игра. Так что ее стоит ждать. Ну, соответственно, любители такого жанра. Из хоррор-игр мне вообще больше всего... Я играл, как бы, в принципе, Dead Space. Outlast. Да, ну, из всех вот хоррор-игр, это, скорее всего, да, Outlast. И вот если покажут сегодня Outlast Вот, 3... она заявлена. Outlast 3, да, геймплей особенно я жду. I just love that last part. Gives me chills every time. Я слишком много увеличил громкость. Возможно, о, это типа добивание главного героя. Красиво. To your new home. Жутко и красиво. Уже можно сделать предзаказ. Выйдет 2 декабря этого года. Play. Так, я просто... Нет, я не буду убавлять на видео, я просто убавлю в ВС. Просто нас немного плохо слышно. Давайте я немного усиление, кстати. Так, сейчас как будет слышно? Усиление как? А хотя нормально слышно, я как-то смотрю, вроде бы. А, Коля, ты ждешь Ассасина? Вообще новую часть? Да, Ассасин, если Вообще, анонсируют Ассасин или Рифт или Инфинити, типа, это будет круто. Ну, это микрофон, естественно. Может, я близко? Что, микрофон, в принципе, нормально. Он стоит, так и стоит. Два наушника сейчас послушаю. Так что пишите, как вам вообще Декалиста Протокол, и нравится вам эта игра, такой типаж игры. Если что, пишите в комментариях. Один зритель, что не смотрит. Сейчас я по ВК сделаю запись. Он начался открыть. Ну, 25 минут осталось. I feel great. I think that the reveal went like better than we could possibly imagine. You don't know. You're making a game for 3 years and your first time out. Like, let's hope people like it. You know, so went really well. А нет, ее и есть.
Dead Space? Ремейк. We were Dead very Space. conscious that the А так они, подожди, создатели, нет? environments would look Или different. That was very запашнят? important. I think you're going to get in there and you're going to play the Я game, путаю. maybe and think Понятно. Dead Space, Да, Callisto but when Protocol you're и done, Dead it's a Space. different story, Один, different то есть characters, это же different от universe, EA, different Dead way Space. we tell the story. We go really Это deep один. on story. The combat is different, Делать. enemies are different. О, I Dead can't Space, да, say это одна и та же no, студия. that's Dead Space 4. They call Callisto the dead moon. Dead. The different environments allow for different types of scares. They allow for different ways for the enemies to come across you. And they allow for different places, different types of combat for you as well. So we try to mess it up as much as possible and just make each area unique. They're called the biophage. I think it means something like starting from virus. It has something to do with that. You know, when you see a trailer, you usually see them when they're out already and they're fighting you and all that. But it's the how do they get to you that's pretty scary. We spent a couple years on what we call the gore system. Like engineers, rendering engineers, a couple of artists, they just spent time tearing each and every enemy apart. And then, you know, there were times where like, no, tear another hole in him. You know, go do this. Or, and so each one, like, you may never see the same torn apart guy, you know, twice. And that was part of it too. We wanted each and every person to have like a different horrific experience. Not only do we have a bunch of like horrible deaths, but then the way that he is built, he can be torn apart just by a normal, you know, the enemy slicing him, and maybe his arm already has enough hit points. His arm will come off, his head will come off. So even the ones that aren't sort of planned are going to be different. Так, 20 минут. Resident Evil 4 was a great game, and I finished it just before Dead Space, and it had a lot of influence. All due respect, wasn't the scariest game in the world, but it had a lot of tension. Love that game. Can't wait for the remake. It looked fantastic. Whenever I see any studio shut down or anything, it's you know, I'm not a fan of that. I actually named it Visceral. So, and we were at that time, the plan was we were going to make that kind of game. So, Dante's Inferno came out. Походу, большее количество времени она прошло займет до But then Callisto I Protocol. eventually left to go start Sledgehammer. We're not doing the Dead Odyssey. Space Я вообще разобрал. типа делала одна из... I think we got Это, some ну, really вот Callisto awesome Protocol и Dead Space это одна и та же студия, да. Был даже шок, то, что Callisto Protocol это одна и та же вселенная с striking distance was we put a Play mocap Battleground, in our то есть office. PUBG. No longer are the days where we would have, hey, in 3 weeks we got 2 days down in LA where we got mocap. Now it was like anytime we wanted, we could go back in and shoot, and that allowed for just greater range of movement, better quality across the board. No doubt that was conscious right from the very beginning. My chief creative officer was just like, you gotta put a mocap studio in your new place. So we did. I think they can succeed because there's less of them. Не And so, you know, hopefully more people will gravitate towards, hey, I've been playing multiplayer for like, you know, last 3 months. Let me go play a big story game. Let me go play Last of Us or Horizon or something like that. And that was what we were seeing. We're seeing that people were going and they were taking 2 weeks and saying, I'm going to finish this game. Every game I've ever made has had one that you worry about, right? And Modern Warfare 3 had Battlefield 3, right? Came out a month apart. I stopped worrying about it years ago because I'm like,
something happens or Так, just на микрофоне I'm немного not going to слышно. worry about it. I'm not going to worry about it. I'm hoping that they do well, you know, because they're fellow devs. Там двоится голос вроде бы, да? When I got in there, they were like, "Hey, we've been working on this story and this lore and this timeline, and we think that you can actually put." Просто голос the этого game мужика in the громкий timeline, слишком, right? поэтому, скорее всего, и двоится. Yeah, why not? I mean, PUBG's giant. Так, ставим лайки Will на it help? трансляцию, кстати. And then, you know, we're a year into it, and we're like, well, the story, we just did what we wanted. Characters, universe, you know, all that. And so we were late to announcing it because it really happened a while ago. But we just didn't want people getting confused, so we came out with the announcement. It's no more in there. These new systems, they do not come with instructions, right? You're like, you got millions of dollars worth of engineers who got to figure this darn thing out. So in the beginning, it's hard, right? The easiest thing to get in the very beginning is graphics. Then comes audio. Then comes special effects. Then comes, like, our main character is awesome. Just looks like Josh. And that came with a team of 10 rendering people. По-моему, этому мужику, по-моему, только деньги нужны вообще. Ему пофиг то, что типа... Хотя, в принципе, Калиста протокол, оно для фанатов типа делается больше. Для Ну да, фанатов они Dead типа... Space. Да, они типа общаются типа с фанатами, но большинствам компаниям нужны деньги, и типа и пофиг на игроков вообще. Ну, по-моему, сейчас, в наше время сейчас. Смотри, в данное время вообще даже не смотрят на сюжет, главное класть душу на графику. Вот. Так сказать, на сюжет как бы все смотрят в сторону. Ну, графика тоже зависит, потому что она, естественно, прогрессирует с каждым годом. They have the right attitude, and so hopefully we'll be seeing this will be one of the companies that does expand more. Вот можно заметить, как добилась тот же Unreal Engine 5. Хоть находясь в бете, и чего она добилась. Ну, конечно, вся суть ее еще не раскрыта, потому что это мы все увидим в будущих проектах. Весь потенциал где-то раскроют, может, через годика, ну, через года два. Вообще, полностью потенциал консолей и новых видеокарт. Сороковая же серия должна уже быть. Угу. Это студия Obsidian, если что. Я жду от них, и мне очень любопытно, очень понравилась игра, но они делали вроде только тизер, Eval. RPG игра, можете тоже глянуть ее, тоже на YouTube платформе. Да, где-то года 2 назад они тизернули, нет, не тизернули, а сделали анонс игры Eval по типу Skyrim. Ну, только во вселенной забыл как. Pillars of Eternity. Pillars of Eternity. Ну, эту игру они тоже создавали очень долго, там где-то история где-то 20 лет где-то разработки. Как-то они писали вроде бы, или я ошибаюсь. 5 минут. В ноябре месяце в геймпассе. Естественно. Play it day one with game. Это все? Ну, пришел, по идее, все закончилось. Я думал, что у нас завлекут более конкретные проекты, более новых. Таких никто не показали. Но будем смотреть на главном шоу. Посмотрим, что расскажет Джефф Кили. Через 14 минут.
Долго ждать-то, а?
Сейчас у меня конфеты во рту, поэтому не обращайте внимания. Так, всем здравствуйте, всем привет, только что присоединился. Начинаем смотреть Gamescom, у нас 5 минут осталось. Возможно, они задержатся, может и, как обычно, какие-то неполадки будут в начале. Вот, и сегодня со мной мой брат Евгений, сам я Николай. Приятно познакомиться. Смотрим, один человек смотрит нас. Пока что ставим лайки на эту трансляцию. Подписывайтесь, если хотите видеть наш новый контент, точнее мой новый контент на этом канале, где это мой канал только, но я попросил, точнее я пригласил брата, мы вместе будем смотреть сегодня Gamescom. Евгений, что ты нам сегодня расскажешь? Я хочу вам рассказать, что у нас организатор это Джефф Кили, который проводил Summer Game Fest в этом году. И вообще, что он покажет. Вот, то есть новое дополнение, сюжетного дополнения Dark Light 2, для Callisto Protocol уже, которые показывали вот так хорошо, мы тоже это смотрели с любопытством. Новую часть, именно New Tales from the Borderlands от создателей Telltale Games. Тоже будет анонс игры, тоже как источник прописывает. Sonic, который поднабавилось, можно сказать, много хейтеров. Вот, у новой игры, которая тоже покажет геймплей и анонс даты выхода. Симулятор козла, третья часть, новый показ. Outlast, третья часть геймплея. И что еще? Много будет различных игр, которые понадобляют в Game Pass. Вот. Должен появиться наш высокопочтивый Хидео Кодзима, но это тоже неизвестно, но мы будем на это все с антуражем смотреть. Какие компании вообще будут? Ubisoft, Microsoft именно, Bandai Namco, Konami. Как вот я хочу сказать именно про Хидео Кодзиму, потому что они разрабатывали Silent Hill, Top 5 Games и разработчики Detroit Become Human, Quantic Dream. Но они вроде бы должны показать Спайдермена, да, как мой брат говорил. Да, должны показать, по идее, вторую часть. По идее, слитые внутри игровые вот как-то рассказать про это, то, что типа кооператив во второй части должен быть, типа про это. Возможно, они должны будут рассказать про это. Вот. Ну, не знаю, все, в принципе, про Человека-паука. И хочу напомнить, что у Bioshock было 15-летие 21 августа, и поэтому, возможно, они сделают такой сюрприз и покажут нам новую часть. Ну, тоже будем смотреть. Так что через почти 2 минутки мы начинаем. Будет много чего интересного. Так, а минуточка у нас. Никто не присоединяется, да? Было 3 человека, это Максы. Сейчас все поуходили. Ну, по идее, все к своим любимым стримерам пошли, и все, и все поуходили. Если кто-то здесь, пишите, отзовитесь хотя бы, присоединяйтесь, мы как-то будем вместе общаться. Вы будете предлагать свои идеи, мы будем разговаривать, анализировать увиденное и все тому подобное. Так, 20 секунд. Никто не присоединяется.
кстати, если ввести Gamescom, мы 4-й в Кинопоиске. Да? Да, я что-то как бы не понял. Ну, вот, типа, 1, 2, 3. Нет, 5-й. 10-й. Но это может быть еще не... Все. Да, вот типа то, что я и говорил, то, что, возможно, не сразу покажет нам. Вот начинается. Ну, уже время. Так, дисклеймер сразу 18+. Тем, кому нет 18, прошу, вы можете сидеть и смотреть. Это не призываю, это с родителями смотрите обязательно, это в любом случае. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Джефф Кили. Надо похлопать этому человеку. Да. Курточки, смотри, какой. Неужели ему там холодно? Лето же. Хотя, может, в Германии действительно, может, еще и холодно. Так. По-моему, он говорит то, что он очень рад начать как бы разрезать ленточку. По-моему, он об этом сейчас говорит. О том, что хорошо, что мы здесь собрались. Да, мы готовы. I gotta say, we have a lot of great stuff for you tonight. We have tons of world premieres. The entire industry is coming Да, together to пожалуйста, showcase давай the future for you. побольше We've got игр, games like Sonic пожалуйста. Frontiers, The Callisto классных. Protocol, Так, Outlast Trials, Hogwarts Legacy, Gotham Knights. Так, смотри, как закричали-то, когда Hogwarts Legacy сказали. So we've got some good stuff for you tonight here at Gamescom, and I can't wait to get started. We've got 2 hours of stuff, so should we just get right to it? All right. По-моему, он упомянул то, что еще будет неанонсированные игры. Вот чувствую, это в чем-то подвох. Вот. 3 человека. Я стесняюсь, пожалуйста. Пишите в комментариях, что ждете. Так, мировая премьера. Что-то новенькое. Вот чувствую индюшатин. Мне тоже кажется. Хотя, подожди, это не та игра, которую со Steam я добавил себе в... Кто такой вообще? Я тебя не знаю. А, подожди, я же вроде... Что-то знакомое. Какие-то арты. The goals are to make an experience that's unlike any other, which is such an exciting thing to be part of. I think ultimately, like that's kind of been the big vision, is to create this kind of like open world that can be built out in every direction. I think it's every day is a new discoveries and it's constantly growing. We've put a lot of focus. Куча неизвестных людей вообще, которые мы Ну, красивые не арты. знаем. This is more than a game. It's a labor of love. It's a labor of passion. The dream is to create a whole new world for the next generation of gamers, and I think Люди, которые испытывают офигительные ощущения после разработки, как они вложили свою душу. Вот об этом, скорее всего, они и говорят. Один человек. Очень ждем людей, пожалуйста, присоединяйтесь. Пишите в комментариях что-нибудь, ставьте лайки, что как обычно говорят. Пока ничего интересного нет. GTA 5 нет. GTA 5 нет. О, GTA 6, простите. Ну или будет новый контент для GTA 5, почему бы нет? Для онлайн. Новые фишки. Так. Так, что это у нас? То, что было на артах, сейчас показывает. Похоже на клуб Винкс. На этот Алфею. Это совсем старая игра, если что. Я про футбол. Машины есть, что это вообще? А это королевская битва, скорее всего, будет. Многопользовательская королевская битва, потому что, ну, это видно как-то. Everywhere.
Так. Дальше. Нет, это, наверное, скорее всего, что-то сюжетное. Это тизер был, вот непонятный Вступление, тизер. Так, я тут вижу новость, то, что дополнение для Dying Light 2 выйдет 13 октября. Ну вот, как Bloody Ties. Это уже начали сливать то, что есть. Скорее всего, да, в 9 часов появились какие-то новости уже сразу. И мы их потихоньку будем немного рассказывать, может. Ну, конечно, спойлерить нельзя. Well, I gotta say, the end of the trailer, I think we all were taken aback by, whoa, changed art style, this seems totally different. What, is that part of everywhere? What can you tell us? Well, Jeff, that's one of the many surprises we've got in store for players. I mean, we are passionate about making games and telling stories. Чтобы они на этом занимали время. Да, слишком много разговоров. Мне хочется экшона вообще. Я хочу что-нибудь увидеть уже наконец. Вы знаете, как майки. У них красивый подход, показывать сразу игры, еще раз. А в конце немного поговорить. Да. Не, ну если будет говорить тот город, я не против. Все смотрят на нормальных каналах. Смотрим презентацию. Да, нам меньше всего везет, потому что у нас меньше всего просмотров. 6 тысяч просмотров. As soon as possible. Amazing. Well, Adam, thank you for sharing the reveal here at Gamescom. It's awesome to have some of the European studios on stage. And tonight, we've got a lot of European studios that are going to reveal their games for the first time. And right now, we're going to move to another world premiere announcement. Мировая премьера. Что еще? Что же еще? Что-то мобильное, скорее всего. Потому что я... Возможно, и на мобилку, и на компьютер. I must not fear. Так. Первая компания была мобильная. И на мобилке делают. Не знаю, тут... По-моему, это Unreal Engine 5. Если это из самой игры геймплей. Ну, не геймплей, а на движке сделано видео, сделано на движке игры. Красивая графика, по сути. Неужели Дюна? Возможно, это Дюна. Да. Да, это Дюна. Игра по Дюну. Это как-то прикольно выглядит. Если это будет еще и экшен. Чисто тизер, да? Это классно, когда берут типа, фильмы или книгу, да, потому что это было по книге все сделано. Survival MMO. Значит, это будет RPG какой-то в открытом мире. Ну, MMO, получается, онлайн-игра. В это уже можно зарегистрироваться. Trust me, the fun is just beginning tonight. All right, how many of you out there are fans of PlayStation? Well, много фанатов PlayStation. PlayStation. Surprise for you. I said PlayStation. What can we do for all the fans coming together here at Gamescom? And right now, I'm honored to share this global PlayStation announcement with you right here at Gamescom. И что вы покажете? VR 2 анонс. Есть. Точнее, не анонс, а будут показывать.
И скорее всего будут игры показывать. Что за... Так. Трейлер Everywhere. Everywhere, как пишут, вроде бы от продюсеров, от бывших продюсеров Rockstar. Выйдет в 23-м году. Новый контроллер? Да, новый контроллер. There you go. То есть все ждали VR, а тут оказывается просто новый контроллер. VR уже показывал. Wireless PlayStation 5 controller designed by PlayStation, and you see there you can have your own custom control profiles customized to your play style. And if you guys want to learn more about the brand new controller, you can head to PlayStation blog. And thanks to PlayStation for sharing that announcement with us here at Gamescom. All right, next up, the Callisto Protocol. You guys hyped for that game? Ну, может, новый геймплей будет. Well, joining me now is Glenn Schofield from Striking Distance. Glenn, we are so excited about this game coming out in December. You came all the way over in the middle of development to Gamescom. We really appreciate it. How has the response been to Callisto so far? Man, Jeff, the response has been fantastic for a new IP. I couldn't ask for anything more. So I want to thank the fans, and I want to thank my team for just really killing it. And it's great to be back at Gamescom, man. You know. Well, you got some good stuff for the fans, and we're going to get to that Ну, in a second. или что, мне послышалось? You brought Мне some кажется, он gameplay. We сказал, saw some great stuff я не at буду Summer Game говорить, Fest. You что он brought more. сказал. Now, what are we going to see today, Glenn? Yeah, you've got some live gameplay. We've got two sections. The first one is going to show some crazy combat, and the second one is something new. Да, вы будете обговаривать то, что он уже обговорил, мне кажется. Pretty crazy ending. Yes, it is. You guys are going to love this. One thing I wanted to ask you about was you're known certainly in the team for your work on Dead Space, and that game we love the strategic dismemberment. Да, время ограничено, в принципе, 2 часа или 1,5 часа, не знаю, где-то так будет. We've shown the gore system, and today we're going to show a couple new things, including one that we're showcasing called прописано mutations. первоначально, что покажут 30 The enemies проектов. may sometimes have these tentacles that come out. And if you don't shoot them, take them out on time, this guy in real time is going to mutate in front of you into something bigger, better, faster, meaner, and he's going to be taking you out. It's pretty cool. Well, this is one of my most anticipated games. It's coming out this December. Glenn, thanks to you and the team for putting this together. Let's take a look at brand new gameplay from the Callisto Protocol. Thank you. Ждем до Callisto Protocol. Почему мировая премьера, если, в принципе, он уже был анонсирован? Геймплей уже показывает. Ну так я понимаю, что геймплей просто next gen. Не, вроде бы же геймплей показывает. Да, да. То же самое. Мне кажется. Скажу, что это просто офигенная графика. Мне нравится такой типаж игры, естественно. Pressure check. Releasing gate now. Releasing gate now.
походу новый контроль. Да, да, да. Ему смешно, да, расчлененка, ему смешно. We got lots more Вообще coming хорошо. for you, but right now I want to introduce my co-host for ONL, Melly. Melly, welcome to ONL. Thanks, Jeff. I'm so excited to be here at Gamescom. Hello, everybody. I'm your guide for tonight for all the happenings around Gamescom, and I'm really excited to be here because the heart of gaming is beating once again, and game devs and publishers from all around the world are making their way to Cologne to show you hundreds of new games. So if you're not here yet and still can come by, make sure to drop by, and if you can't, make sure to drop by next year, because it is definitely worth a visit. And one of the highlights we have this year is we actually have the largest indie area ever, bringing visitors and devs closer together than anywhere else in the world. And you can meet the makers of the most original and fantastic and creative games here. And if you're not here, and if you can't make it here, do not worry. You can also check out the Indie Arena booth online at Gamescom.global. Jeff, back to you. Thank you, Melly, and you'll be with us all night. We've got Gamescom awards to come and other things too. But let's get right back to the world premieres. This next one is one you've been waiting for a long time to see. Let's take a look at this brand new world premiere. After an age of the cruelest tyranny, Надо было на затоп какую-нибудь бабу поставить, чтобы все присоединялись. Смотрели нас. Что это за игра? Это что-то по Властелину Кольца, нет? forever. The champions of war united. Нет? Began the eternal watch over their tyrant's colossal domains. Возможно. For some forces, even death. Нет, это не похоже на Властелин колец. But now, eons later, the fallen god's influence pervades the world again, corrupting even sworn enemies. To join his accursed lords of the fallen and damn humanity to a new age. Что-то мне как-то все на Elden Ring напоминает. Darkest days, new heroes arise. To defy the gods, one must embrace the darkness. And so lies our only hope. По типу Диабло. Мне кажется, музыкальное сопровождение не очень. Мне кажется, надо более мрачно. Скорее всего, так и будет. The lords of the fallen. Wish list now. Есть геймплей. That's right. They dropped the two. Это The был Lords of the Fallen. All right, now it's time for another new game announcement. The sequel to a game that redefined the term
couch co-op. Check this out. Are you struggling? Missing your regular FARTs? Have you tried going online? Индюшатина. Exotic destination. Это сразу не. Move your dream. Это даже Whoever you обсуждать. are. Apply today. No Если skills, кому-то нравится, то no естественно. worries. Everybody's welcome. You're hired. Конечно. У меня, Open a естественно, такие door игры of мне new завлекают. opportunities. Work alone or with a friend, or two, or more. You can do it. Move locally or connect together online. Yeah! Nice one. Coming 2023. На всех платформах. Кроме телефона. Что-то захотел. Телефон, конечно. Вот, вот. Так, началось. Все самое интересное. You guys excited for Hogwarts Legacy? Ну надо. Я удивлюсь, если это уже будет все последнее. Well, it is coming out in February of 2023, and А, tonight я at же тебе Gamescom скинул we've скрин, got the кстати, brand new именно этого trailer for you to кадра. take a look at. I don't want to say much and spoil much. This is an incredible trailer. I hope you enjoy it. Подготовка к этому. Вот. The more Идет we know подготовка about к Salazar Hogwarts. Slytherin and the dark arts, Репетиция. the better prepared we'll be. If Так. either of you uses Да, dark да. magic, I will notify the headmaster immediately. Unforgivable curses are so named for a reason. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. The dark arts seem harmless until it's too late. None of us will be able to avoid dark magic forever. What do we do now? It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Напомним, что игра Ой, выйдет нет. в следующем году. Дуэль? А, нет, это типа, возможно, с напарником надо будет одновременно штуку нажимать. Но это компаньоны, скорее всего, да. Короче, тут, скорее всего, типа, показывают данжи. Подземелья какие-нибудь, типа... Ну, выглядит классно. Вот эту я игру жду. What have the two of you done? И это все? 10 февраля 23 года. Ну, это было известно. Можно уже сделать предзаказ делюкс версии. Там будет мало добавлю. Да. Другие всякие шняги. Предзаказ начинается с 25 августа. То есть послезавтра. That's right, it's time to step into the world of Borderlands now. Joining me is the founder of Gearbox Entertainment Company, Randy Pitchford. Randy, great to see you here. Thanks for the intro, Jeff. I think a lot of these guys probably know me from my work at Gearbox creating Borderlands. Any Borderlands fans in the house? Well, I got good news. I know some of you hardcore folks saw the leak, but I'm here to officially announce new Tales from the Borderlands. So, tell us about this. We remember Tales from the Borderlands. This is new Tales from Borderlands. This is new characters, new story. It is. You know, I loved the original game, and so that's why we got some of the original storytellers and writers that were back in the day at Telltale and developed an all-new storyline with all new characters, created with production from Gearbox Studio Quebec. It's an all-new experience. Если была бы Borderlands 4, то да, мы поговорили бы по-другому. Let's do it. It's coming soon, too, right? That's right. Coming in October of this year. October this year, all platforms. Awesome. Well, let's take a look, Randy. This is exciting. New Tales from the Borderlands. First at Gamescom. Это не Borderlands. Most stories in the Borderlands start bloody. They end bloody. Так, знакомые места. Sometimes all it takes to change the galaxy
is a trio of losers trying to get through a bad day. Это говорит Мартин. Из основной игры. They think there was a vault key being kept on the station. If we can find whatever's in that vault before Tedior does, we can change our lives. Насчет этого я не боюсь. Подожди, она будет по эпизодам. Не, по-моему, первая часть, по-моему, да. I always wanted to change the universe for the better, and now we actually can! But more importantly, we'll be drowning in ash! Выглядит прикольно. Как основные серии, типа. Но если бы это было бы не такой стиль игры, типа Tales of the Borderlands. If you happen to see any corpses along the way, don't worry about them. They're just Выглядит действительно don't worry графонисто. about them. Да, известен уже, когда выйдет. Come back to the city and join the deadliest spectacle of this season. Это новое дополнение к Dying Light. About a species that survived millennia. Homo neanderthalensis, Homo rhodesiensis, Homo erectus, all of them wiped out by the deadliest species of all. Второй нет, я проходил только первый. Мне он не очень зашел. This is the new arena, and my advice for you. Арена? Вторую часть только арену добавляет? Да. Ну, возможно, будет что-то связанное с этим. Ну, в первой части было что-то подобие арены, но там чисто как сюжетное. But today you fight for glory. Anyone can be a warrior. What makes you different is the spirit of a champion. Я уже смотрю те, кто... Red Bull стреляет? Red Bull gives you wings. Реклама. So you want to join me? О, Ubisoft. Нет? А, нет, это не Ubisoft. А, нет, это Ubisoft. Или не Ubisoft. Нет, это какая-то другая игра, стратегия какая-то. Это ответ Ubisoft для Ubisoft. Product not yet rated. Португал. Ну и правильно, что немного. Что не очень интересно. Это что-то... Подожди. Что-то знакомое. Рейд. Окей. Мародеры? Только в Steam. И что? А? Ну, окей. Мне интересно. Что тут? Вархаммер? Да, это Вархаммер. Возможно, не Вархаммер. Нет. А возможно и Вархаммер. А возможно и нет. Что это? Нет, это Вархаммер.
what they do then. Unshackled from hope. That is who they are. Because only in the end. Да нормально все решилось. Это какая-то поп-игра. Да, возможно, ну, типа по типу этого. Ну, что? Lightfall. А, это Destiny. Новое дополнение. Hello again! Недавно This было еще одно Saturday, какое-то. the Gamescom Awards will be handed out to the winners of the best games on the show floor. Only submitted games showing at Gamescom will be eligible to be nominated, and the awards will be streamed on all Gamescom channels, so make sure to tune in. But tonight, I'm allowed to hand out 4 awards. I'm very, very excited about that. And I would say, let's jump straight into it, starting with the most wanted PC game. Here are your nominees. Номинации? Metal Hellsinger. System Shock. Что за номинации вообще? Блин, они же в конце года обычно. Most Wanted PC Game. And the winner is System Shock. Metal Hellsinger. And here to accept the award is Она Sheila уже стояла Wikström, рядом. executive Значит, было все producer известно. at The Outsiders. The stage is yours. Thank you so much. Wow, this is a lot of people. I was practicing my speech a lot, but of course, you know, when it's as much people as there is right now, you'll blank. But I want to say that I am honored to receive this award on behalf of my team. The team behind Metal is an amazing bunch of people that I'm so lucky to be working with every day. And the truth is, making games is super hard. When I started out, I don't think I really realized how hard. And what I learned is that focusing on compassion, kindness, and empathy just as much as any other craft in games would be the key to successful game development. And it's precisely those qualities that my team possess and why I'm so privileged to be working with them every day. I love you guys at home. I miss you so much. So what I want to say to you, my industry friends and colleagues is treat each other with heart, kindness, and respect every day. Make games with humanity. Thank you so much. Thank you so much. Congratulations once again. And Jeff, back to you. Thank you, Melly. Well, the world premiere train keeps going. It's time to move to the world of Sonic. Any Sonic Hedgehog fans out there? Sonic has had a pretty good year with the Sonic 2 movie, which was a ton of fun earlier this year. Well, Sonic Frontiers is in development, and we've got a brand new trailer for you and confirmation of the release date, too. Check this out. Хейтеров, ой-ой-ой, как в последнее время. Ну или Nintendo. Что, нет, Nintendo. Nintendo, да. Геймплей покажет. Submit. Your reckless actions endanger the Так. world. Ускоритель погнал. Да, один человек был, и он уже ушел. Давай, лайка. Интересно вообще, как сделают мир Sony. You cannot run forever. Leave immediately. Это главный антагонист. Это такая девочка. PC, смотри, Steam. На игре выйдет.
There you go. It is coming this year, Sonic Frontiers. All right, well now, another European studio wanted to use Gamescom ONL as a platform to announce another narrative experience. This comes from a French studio. Check this out. Что? Так, что-то интересное. We leave so many things behind us. Objects, memories, mistakes. Ну, субнотика. У них полностью там состав разработчиков поменялся. Touch the bottom and go to sleep. Silence is full of ghosts. And here, voices can only come from the deep. Это лучше, чем Субнатика даже. Deep. Нет, так Субнатика это выживающий, это точница. А это что-то новенькое будет, что-то в стиле вроде Become Human. Разработчиков. It's time for the goats. Ready for some goats? No live goats today, but we are here to talk about Goat Simulator 3. We got to announce this back at Summer Game Fest. And now it's time to see the gameplay of Goat Simulator 3 for the first time. Let's check this one out. Yeah, симулятор козла. А когда вообще вторая часть вышла? Второй части не было, они решили просто геймплей. Сразу геймплей. Второй части не было, разработчики решили так подшутить, типа. То есть разработчики говорили то, что вторая часть всегда неудачная, они решили ее пропустить. Ну, всех разработчиков. Типа сделать таким образом, сделать типа третью часть сразу. Не, по сути, веселая игра. Если просто развлекаться. Да, типа развлекаться, типа, тем более кооператив, скорее всего, будет, потому что видно то, что в геймплеях и несколько козлов присутствует, значит, будет, скорее всего, кооператив. Тут показаны несколько локаций, скорее всего, несколько точек в мире будет. Также другие животные присутствуют, типа свиней или баранов. Ну, скорее всего, будут различные скины. Что, машины можно водить? Возможно, даже в первой части, по-моему. Точно не знаю. 17 ноября в этом году выйдет. Заказ уже можно сделать. Но лучше не надо. November 17th, that has literally Да, about лучше everything you заказ could не imagine in делать. it. Goat Simulator 3. All right. A lot of people ask me how I got started in the industry, and what I loved doing as a kid, my brother would play PC adventure games, and I grew up playing classic LucasArts and Sierra adventure games. You guys remember Monkey Island by chance? Well, I am so excited because there is a new Monkey Island in development right now. Ron Gilbert, the series creator, is back. You may have heard about it. Return to Monkey Island. And tonight at Gamescom, I am so excited that we get to announce the release date. Or actually, I don't. We get to go to Stan to tell us the release date. Check this out. Но это точно не интересно. Напоминает семейку пиратов. But I wouldn't be doing my job if I just dropped the details on you without a little build-up. I want you to see the kind of fine dining establishments you'll be visiting, like this one. Там вышло всего лишь там пару серий, там, чуть меньше 10. 8 или 6. Анечка, привет. Спасибо, что смотришь. How did you find me? Return to Monkey Island launches September 19th, which happens to be International Talk Like a Pirate Day.
But you don't have to wait. You can order it right now, before it's even out. Something we in the marketing industry call a pre-order. As a bonus, I'm ready to unload this shipment of beautiful horse armor to anyone who pre-orders Return to Monkey Island. It'll look fantastic in your inventory. Oi, you missed a spot. I've got to go now. I've got a lot of irons and a lot of fires. You know how it is. But I'll be back to steal every scene I'm in Return to Monkey Island. I'll see you there. Пока не All очень. pre-order customers will receive the exclusive horse armor item in their inventory. Please note that the horse armor has no practical use in the game and in no way will contribute to the gameplay puzzles or narrative of Return to Monkey Кому Island. нравится, можете, в принципе, заказать и поиграть. На это Oh my God. A month away, and I love the horse armor. Does absolutely nothing. It just sits in your inventory. Игра найдет свою Return to аудиторию. Monkey Island. Cannot wait for that. All right, now let's turn to the world of unknown worlds. The creators of Subnautica. As we've teased, they are here today at Gamescom to unveil a brand new IP, and it's a departure from Subnautica. It's a brand new turn-based sci-fi game, and we're going to reveal it for the first time right here. Actually, special guest is. Let's check this out. Hi, I'm Brandon Sanderson. You might know me as the author of the Mistborn series, the Stormlight Archive, or as the guy who finished Robert Jordan's Wheel of Time. Over the last few years, I've been working closely with my friends at Unknown Worlds on the exciting project we're revealing today. You, of course, know Unknown Worlds for creating immersive and fantastical worlds, like the incredible Subnautica series. Ну, Стрей, почему? Так ты не поиграл его полностью. Что не так со Стреем? Sci-fi universe in which their next game is set. This Ты же secret has не been раскусила a hard one полностью to keep, Стрей. and we're so excited to finally show you what we've created together. So, without further ado, this is Moonbreaker. Это можно понять, потому что игра реально там пару. Да, игра так, чисто проходная. Можно поиграть и... Вот. Что-то, скорее всего, будет шахматное. Да, пошагово. Типа карточных игр, но... Да, так он скучный, поэтому и не проиграла. Так, кто-то играет, потому что мне понравится такой стиль игры. Да? Цепляет свои эти упражи, но... Собственно, на этом не закончится. Кто играет за котика именно. Джумбо Макс так и ждет, просто что-нибудь будет. А, проект Xbox. Ну да, ну да. Мужик. И дальше. Не знаю, еще время есть. Но я не думаю, что что-то... Ну, там добавят, возможно, да, геймпасс. Что-то. Да. Там будет расширение. Про Ubisoft, была новость, но Ubisoft Plus написано. Добавят им. На данный момент что у нас интересно? Да, ничего такого. Ну, Да показывают. Типа, Hogwarts Legacy, там какое-то показание, какое-то задание. Подземелье. Да, типа подземелье. Что, ничего? And joining me from Unknown Worlds is Charlie Cleveland. Charlie, Moonbreaker, it's real and it's so different than Subnautica. So yes, it is. This departure, you guys like to kind of reinvent yourselves every game, right? Yeah, so people thought we were kind of crazy Да, for making Как они Subnautica просто по эпизодам могут we went выходить from раз a в полгода. strategy shooter to a pacifist underwater game, survival. So I feel like we've done this before. We love changing genres, but I'm hoping, our Subnautica fans will still come along for playing a digital miniatures game. I hope. Well, it's so cool. A digital miniatures game. Everyone loves miniatures, but how do you translate that into gameplay? What is the gameplay? So we're kind of channeling like a Guardians of the Galaxy or Firefly kind of feel. So you can see that from the colorful art style we have. So you choose a captain and 10 crew. Джефф Кили обиделся, потому что его Summer Game Fest не будет в следующем году. Что E3 возвращается. Like strange and special and kind of game breaking.
Не, почему она будет, но, скорее всего, просто не такая уж, да, массовая, там ничего нового не покажут, возможно. Well, I mean, you see the gameplay here, it looks great, and it's coming soon, as we said, in the September, so you're not early access, you're not going to wait long. But the thing I want to get to is the painting of miniatures, which we saw a tease of in the trailer, and I know you actually, painting was cathartic for you sort of during the pandemic, right? Yeah, so painting, I mean, you can't have a miniatures game without painting. And during the lockdown, I just found myself like learning to draw and just zoning out and feeling Кастомизация фигурок. the world was basically falling apart around us. And we really tried to capture that feeling. It's not like Photoshop or like special technical tools or anything like that. We just simulate. Ну да, типа дополнительная функция в таких играх. По-моему, такого еще не было. Типа самому настраивать. Или это показывает, в принципе, создание. А хотя нет, это, в принципе, интерфейс игры видно. So it's like actually pretty powerful. Amazing. Well, it's so cool that you're revealing it here, and it's playable at Gamescom, right? It is. It's here. You guys are the first ones to play it. Wow. And oh yeah, it's more. We're over in the Crafton booth. Okay. Crafton booth. And for everyone else around the world, they're not going to wait long, right? Yes, we'll be on Steam playtest in September. We have a couple open weekends, and then we're going to be launching into Steam Early Access September 29th. So it's really close. Only a month away, Moonbird. Charlie, thank you so much for coming all the way out here. Thank you. I know you had a tough time pleasure. here, but Thank you, everyone. All right, Charlie Cleveland with Unknown Worlds. Thank you so much, Charlie. And now it's time to reveal another game with a very catchy tune in the trailer. Check this out. Следующий трейлер. Смотрим. Понятно, до свидания. По-моему, это не показывает что-то подобное. Я такие игры не запоминаю. Это после Пепси. Ну, не все поймут. Тоже какая-то карточная игра. Друзья против друзей. Так. А это уже что-то. А это, наверное, когда карты, это показывается. Типа, когда ты... Карты — это способности, типа, твои, скорее всего. Inspired by the familiar story of Pinocchio, Lies of P is a new action Souls-like game that is coming out from NeoWiz. And you guide Pinocchio on his unrelenting journey to become human. This game looks absolutely great, and we've got a brand new gameplay trailer to show you. And this game is also coming to Xbox Game Pass on day one. Let's check it out. Can you hear me? Новенькая. I hope this reaches Pinocchio. This city is falling apart. Chaos. Мрачная история Пиноккио. Death. And there might be no Так. Главное то, что я пару дней назад только увидел об этом, узнал об этом проекте. Это Lies of P, да? Да. Именно недавно. И она и в геймпассе. На ПК, то есть, и... Угу. Ну, это интересно, будет на старте? Консолях. То есть на Xbox One? Надо будет пробовать, разжевывать как-то. Ну, потихоньку, да, потому что хватает. Если она еще плюс выйдет в этом году, это будет какая-то заглушка, наверное. На ПК именно. Геймплей, ну, вроде бы, типа, от третьего лица прикольного будет. Если это геймплей. Не, да, выглядит, да, классно. Вот Джамбо Макс дождался что-то для Xbox. Finally,
Так, это, по-моему, отец Пиноккио. Перевели перешел. Некоторые кадры. Понятные события. По такому геймплею меня эта игра, в принципе, заинтересовывает. Смотри, какая там история. Да? О, интерфейс. Если нечего будет играть, если мне Saints Row не зайдет, там, например, если я там что-нибудь играть, возможно, эта игра будет, типа... Хотя она, возможно, в 23-м году выйдет, а в 23-м году хватает игр. Возможно, в этом году. Если в Сейчас покажут дату, наверное. Lies of the... Ну, дата есть. 23-й год. То есть, в принципе, еще Возможно, долговато. покажут на Game Awards в декабре месяце. Да, возможно, и дату объявят. Hey, you. Yes, you. Так, социальная реклама, скорее всего. Fear of missing Gamescom. Relax. Gamescom is everywhere you want. Gamescom now. Register now. That's right. All the fun of Нет, это не Gamescom is социальная реклама, available это from просто wherever you реклама are самой online, презентации. obviously. And, well, in case you're wondering who that little guy is, that's Epi, and he's on a mission to save the Gamescomverse from the evil future. And if you want to help him, check out the Epic section at gamescom.global. You can solve quests and win prizes, so take part and help Epi to save the Gamescomverse. But first, I want to tell you more about some of the great program we have for this week, and it's quite a schedule, so please bear with me. There is, for example, the Gamescom studio by IGN, featuring game spotlights, dev interviews, and all insights into this year's Gamescom, so please make sure to check that out so you don't miss anything. And also, the awesome Indie Showcase is back, featuring the newest, most original, crazy indie games here on Friday afternoon at 5:30 p.m. CST, and I'm really looking forward to it. And something I'm really looking forward to is the cosplay contest on Sunday, where the super creative cosplay community takes center stage. And this is absolutely one of my favorites, so make sure to not miss it out. It is definitely worth the watch. And for more updates, follow at Gamescom on all platforms. Если не будет, я расстроюсь. Ну, в принципе, еще... Да, время есть, если 40 минут, если еще и даже час будет, то что-то покажет. So, let's see. She sent us a video, and I would say, let's have a look. Так, смотрим. Hello, Gamescom. Понятно. I'm ESA astronaut Samantha Cristoforetti, currently flying at around 27,000 kilometers an hour, 400 kilometers above your head on board of the International Space Station. Today, I come to you to say bravo to the games industry. We see how many space games you've been creating recently. Those missions you send your players on aren't just great fun. They create curiosity, interest, and a love of space exploration in gamers around the world. As we look towards returning to the moon and onto Mars with our ambitious Terra Nova program, humanity's spaceflight capabilities will be in part thanks to the games industry. Who knows? Perhaps even you will be among us here Ну, at я ESA помню, for the смотрел journey. какие-то видосики, вроде бы ноутбуки какие-то летают у них, вот, например, что-то висит у них там сбоку. It's having real-world impacts that lead us all closer to the stars. So on behalf of everyone at ESA, bravo. Keep creating. Ну вот сверху видишь какой-то ноутбук, но это скорее всего стационарный какой-то. This is ESA astronaut Samantha Cristoforetti wishing everyone a wonderful Gamescom from the International Space Station. Носочки, жопа. Так, и что это? Давайте поменьше разговоров и давайте уже что-нибудь покажем. Да, например, да. Но это не старт.
Не, в любом случае. Так. Сериал какой-то. Не, ну это графика. Графика. Выживач какой-то. Да, выживалка такая. Форест. Такого типа арт. Подобно. Да? Ну, в принципе, я уже такие игрушки наигрался, поэтому я не очень так. Ну, графонисто, конечно. Типа. Альфа-версия. Ну да, альфа-версия, это, конечно. Ну, так, такое. Она еще и стратегическая. Steam. Только на ПК. На Steam Deck, наверное. Да. When we were looking at games for Gamescom Opening Night Live, one of the things I was most impressed with this year is there are a lot of European studios that want to debut games here. Also, a lot of brand new worlds, and we're going to introduce one of those to you right now, and I think you're going to get pretty excited about it. Check out this world premiere. О, так. Это не амиция. The sand has memories. Memories of our past. When gods walked this world. And our heroes stood amongst them. Focus Entertainment делает. But the gods' vanity grew. And in their struggle, we were cast away. Only remnants of these stories remain. А может это помнишь? In the sand. Нет. In the ruins of this shattered, broken world. Пати? Project Пати, ну то есть Forspoken? Ну. Не знаю. Не, по-моему, что-то. Нет, это что-то новенькое. Что-то непонятно вообще. Что-то новое. Такое, знаешь, подобие Horizon Zero Dawn. Да. Я еще в чем сравнить. Не, довольно интересно. Да, но просто я боюсь, что это что-то будет онлайновое. Нет. Ну, типа королевской битвы. Even in ruins, we endure. Но, типа, не покажется других персонажей. For now, we can stand for ourselves. Монстр там. Так, там китайская какая-то. Так. Спал. Ну, интересно, интересно. Графонист, реально. Возможно, это создатели этого онлайн-игры. Забыл, как она называется. Не, вот интересно, она кооператив? Да. Или... одиночная обычно. То есть можно с игроком одним, допустим, это было тоже нормально. Для персонажа. Дать новых подробностей по этой игре.
It was a simple perimeter scan, escorting resources. But we were ambushed by Köln raiders. Fighters were no problem, but the missile frigates were a different story. Давайте нам что-нибудь интересное. Command got clever. One wing used cover to keep themselves safe on approach. While another group found a tunnel in the structure to sneak behind them. We're on the right path with range. Gauge them up. Let's do this. It worked. But just before a carrier battle group arrived. We scrambled bombers. Sector confirmed. Scanning zone adjusted. Perfect for attacking capital ships. This is bomber lead. Engaging carrier. We protected the resourcers while they hauled in the goods. Which meant we could roll out assault frigates. Cleared hot. Let's take it to them. Stay on them. Break contact. The raiders weren't pushovers, but command countered their hit-and-run tactics. The way their carrier exploded, beautiful. And we even grabbed a little souvenir. That missile frigate is ours now. World 3. Ну что тут? Homeworld 3 in the first half of 2023. Now, today is a big day, speaking of threes, because it's the version 3.0 update to Genshin Impact, which is an incredible action RPG from Hoyoverse. Well, today we've got an exclusive new look at version 3.0 of the new Rainforest Nation, as well as a sneak peek of a mysterious ancient civilization and settlement that is found deep inside the desert. Let's take a look at this Deep world. inside? Что-то новое. Да, это, возможно, новая типа игра. Но это создатели. Нет, это Genshin Impact. Новое дополнение. Новый регион, скорее всего. Который... Ну, в принципе, я наигрался уже в Genshin, поэтому мне не очень будет интересно. Было время. Новые персонажи. Также новые... точнее, старые персонажи, но они будут уже играбельны. То есть из молитвы можно будет их как-то достать. Все, хватит. Давайте дальше. Недостаточно. От Кодзимы, кстати, ничего нет. Пока. Тоже надо ждать. Может, он просто Death Stranding просто опять скажет то, что уходит на Game Pass для PC. Так, египетский сеттинг. А, так это все еще Геншин. Египетский сеттинг в Геншине. Но это уже, наверное, дальше. Уже. Понятно. Такое. What an absolutely beautiful game. And that's not all from Hoyoverse, because they also have Honkai Star Rail in development. Oh, it's a grand interstellar adventure with strategic turn-based combat. And now we're going to take a new look at the story and adventure that awaits you in Honkai Star Rail. Опять они. Что-то новое от создателей Геншина. Of 5 people, 3 must pay a price. Тоже какая-то мобильная будет игра. Также будет доступна на ПК.
Первого лица. The Sencho is in Да? danger. This man, he... The train is about to make the jump. Возможно, нет. Ну, не все ответил. Star Rail. В принципе, только анонсировано пока неизвестно, где она Hello выйдет. again. когда. It is now time for our next Привет Gamescom снова. award, and here are your nominees for the most Номинация wanted какая-то. Microsoft Xbox game. The Dark Pictures, The Devil in Me, Это номинация. The Last Case of Benedict Fox, Metal Hellsinger, Из-за анонсирования? Номинация. and the winner is The Last Case of Benedict А я не Fox. знаю, кстати, да, кстати. And here to accept the Devil in Me, award is по-моему. Bartek А, нет, Leszczakowski, еще не вышел. creative director at Plot Twist. Congratulations. Thank you. It's Thank you. quite of a shocker for us. We just love good Metroidvania games, and we are working hard on making Benedict Fox just that. And I would like to thank Xbox team for their support, and Rogue team for being the best publisher ever. And especially I would like to thank my team in Krakow. They are crazy talented, and my hands hold the award, but their hands make the game. Dziękuję wam bardzo. Thank you. Congratulations once again, The Last Okay, Case of okay. Benedict Fox. And Jeff, back to you. Thank you very much, Melly. Anyone here a fan of Justin Roiland? Rick and Morty? Well, he's got a brand new game, which you may have seen at Xbox's show in June, called High on Life. It is coming to Xbox and Game Pass in December. And they wanted to send us just a great gameplay clip. You're going to enjoy this. Talking guns in a boss fight. And that's all I'm going to say to set this up. Boss I think they're fight going to и really... много This is a оружия. trip. Check this out. World premiere of High on Life. На создателей Рика и Морти. Ее недавно перенесли, кстати. Показывает босс-файт, то есть уже геймплей, интерфейс. Сверху у нас что? У нас показывают полоску здоровья босса и текущее задание. Снизу наше здоровье и, соответственно, вторая часть, там где оружие, переключение между оружием и способностями, скорее всего. То есть доступен еще щит. А нет, это не щит, это скорее всего количество доступных патронов. Так же, как у какая-то способность. Самое интересное, знаешь, что вот твое оружие, оно умеет разговаривать. Да, это да. Весь это прикол. основная фишка игры, скорее всего. На этом, скорее всего, и будет концентрироваться игра, то что, типа, нужно будет собирать коллекции оружия. Может быть, они будут давать тебе какой-то квест? Возможно. Да, да. По-английски, скорее всего, непонятно, но, скорее всего, здесь какие-то есть шутки или Рика и Морти. Также скоро выйдет еще и следующий сезон Рика и Морти. Не забываем об этом. Да, в начале месяца, в начале сентября. Ну, знаешь, показывать какой-то скучный бой. Всё. Ну это Просто одна босс-файт, это локация, босс-файт, да. это понятно. Мне немного непонятно насчет, типа, это не карта, конечно, это понятно, но типа показывает, где враг. Вот это вот, видишь, полоску там, где типа, обозначение. Сейчас победит, по идее. Не, ну выглядит прикольно. Ну, типа, эта локация, она такая. И неизвестно еще, какая игра вообще будет. Она будет открытый мир или линейная игра. Это очень понятно. Или условно линейная игра.
Интересно, но, возможно, это будет проходняк. Do you see that? Доступны словы по геймпасу. What is it? Какая-то реклама Oculus, по идее. Если не ошибаюсь. You know she's gonna eat it. Или какого-то другого вина. Told ya. Gross. Да, это какие-то другие VR-очки. Warhammer Dark Tide. Да, написано, снизу написано как-то Warhammer. Ну, какая-то другая игра. Power что-то там. Это, по-моему, основной враг Генштам. И вот так. Это у нас Vampire. Вот так. Так. Это уже сразу вышедшие игры. Да, это показывает доступные игры от данных студий, которые уже, наверное, можно поиграть. Или в скором времени можно будет поиграть. Ну так, уже доступно можно поиграть бесплатно на мобильном телефоне. Да, и на компьютере, в принципе, тоже бесплатно можно поиграть. Игры. Да, где игры? Джефф Кили. You've been selected from among thousands of candidates. Hey, Cutter. To join the Lynx family. You're from Earth, right? This is more than just a job. It's an opportunity. You ever miss it? Caution. Oh shit, oh shit. Lynx. Making the world a better place. What they say about work in space is true. There's something real special here. You don't have Так, интересно, 20 минут осталось или 40 минут осталось? До конца презентации. We're expendable. I can hear them in the walls. Ain't a trade like it. Dancing between the ribs of a ship, gaze out at the rest of the human race, buzzing in the distance. That's when the sky fills up with flames. That's the way things go. That's nice. Так, реклама геймпаса. Сейчас показывают большинство игр, которые есть сейчас в геймпассе, которые можно при приобретении просто поиграть. Просто в любую игру. Преимущество геймпасса. Mortal Phoenix Racing будет тоже доступен в скором времени, он вроде бы 30 числа этого месяца. Можно будет. You gotta help me rescue my friends. Bring it together now. Bring it together now. Ну, давайте Биошок. First announced back at the Game Awards, Telltale's next project is based on the Prime Video series The Expanse.
Well, we showed you a little bit of the trailer at the Game Awards to set up the world. Now you're going to get a first glimpse at the gameplay with this behind-the-scenes clip. Enjoy. Так. Drummer, his suit is punctured and losing pressure. Реально. You need to release the vault and touch it now, or he could die. Hold still. We'll see what we can do. Captain Drummer, what are your orders? Ну, это, да, эпизодическая игра. The Expanse is obviously one of those universes that has Типа, ну, не, она даже не эпизодическая, скорее всего, просто они сказали, то, что уже не будут выпускать по эпизодам. Is the zero-G stuff that we've been doing. A big part of when we're making the game, not only are we thinking about the characters, we also have to think about how can we evolve the genre in any way that will make players excited to be part of this universe and feel like they're engaging in something rather than just being a passive audience member. You'll figure something out. I know you will. It's actually been a really interesting thing as an actor to explore some of her more vulnerable sides that by the time we meet her in the series, they've been cauterized. Because this score, Drummer, this is the greatest score any scavenger has ever come across. You'll need me if you want any chance of unloading it. The craziness of an exploded ship that now constitutes several parts in a mass that you can move among, and balancing that out against almost like you're excavating a story, that's a personal story. Those are people, those are characters, and you are now among the ghosts. Whatever they were doing right before they died, being a scavenger, it's a pretty dark job. We're really excited about how it feels to both play. Возможно, что-то будет интересно насчет сюжета, а возможно и нет. Жесткач. Speaking of adapting things from one medium to another, here's a film adaptation that into a game, which I don't think you would have ever expected. Check this out. Так, очередной проходняк, наверное. Наверное, каждый так делает, когда оставался один в комнате. От создателей «Пятница 13». Да е. Да, такая оперативная, скорее всего. А, мультиплеер? Ну, типа... Этот... Goats, Killer Clowns, we got it all tonight at Opening Night Live. Now we've got another brand new game announcement from a European publisher for a sci-fi action adventure. Here we go. Понятно. Подняк. We always wondered if we're alone in the universe. Может быть и нет. We observed and explored, but found nothing. Until now. It has been 6 months since the alien object known as the Metahedron suddenly appeared above Earth's atmosphere. Personal log, sentient contact assessment and response team. Kate, we have an issue. What happened? Power supply failing. Sensors offline. Эмоции I'm какие-то switching to такие backup на лицах. generators.
интересно, но, скорее всего, это будет что-то с видом сверху. Хотя нет, оружие есть. Да, Персипал. Ну, может быть. Now we're going to talk about Gamescom Goes Green, which is an initiative that has made Gamescom the first climate-friendly gaming event in the world. The core event and this show, Opening Night Live, I'm happy to say, are 100% climate neutral for the first time, and that's something we all should be very proud of. You guys are part of that too. Now, as part of this initiative, Gamescom, along with the United Nations Environmental Program Initiative Playing for the Planet, are going to give out the first ever Gamescom Goes Green Award to the best sustainability concept from an exhibitor here at Gamescom. And the nominees are Microsoft, Xbox, Yuki, and the Indie Arena booth. And to find out the winner, let's turn it over to Melly. Thank you, Jeff. And yes, the winner of this year's Gamescom Goes Green Award is Yuki. And here to accept the award is Dr. Joe Twist, CEO of Yuki. Congratulations. Thank you so much. Thank you, Gamescom, for this wonderful award. It's brilliant to be recognized. Thank you to the Yuki team who work so hard every day to be greener. And thank you to the UN's Playing for the Planet Alliance for inspiring us to change. You know, it's so fantastic to see these amazing game worlds that we're going to play in over the next year. But you know, we only have one planet to live on. And we only have one lifetime to make a change and to protect that planet so that we can continue to play our games. So everybody, whether you're a player or a business, can make one small change starting tomorrow, and together we can play more games together and save the planet. Thank you very much. Thank you, Joe, and congratulations once again to Yuki. And remember, it is not only the organizers or exhibitors that can go green. All of you can also make a change by donating to the Gamescom Forest. So plant your Gamescom tree today. Jeff, back to you. Awesome. Thank you very much, Melly. Congratulations to Yuki. Now it's time to announce a brand new game from a new studio of industry veterans working on an ambitious new RPG. Here's the first tease. Игра. Да, возможно. Создавали, то есть игры создавали ветераны данных игр. Evolved? Нет? Нет, это не Evolved. Что это? Ветераны бесед. Помогите, пожалуйста. Ой, Женя, держи меня, пожалуйста. Что это такое? Я не понимаю, мне самому интересно. Что это такое? Ну, расскажите про нее, что это? Что это? Lots of news here at Gamescom. All right, let's talk about Xbox and Age of Empires 4 that continues to expand. Now we have news on the next civilizations joining the battle as free DLC. If you want to learn more about what's happening with Age of Empires 4, tune into the Xbox booth stream for developer interviews on Thursday. But right now, here's that announcement from Age of Empires 4. Gamescom. There's more than one way to win a battle, and every empire must find their own path to victory. Age of Empires. Whether you strike from afar or ambush up Ну, close, ничего the страшного, Malians will use wit and strategy to outmaneuver their opponents and gain the advantage on the battlefield. Что только что анонсировали до этого.
With powerful siege tools and the ability to rally large formations, the Ottomans can keep the pressure on to bring down their enemies' defenses. Анонсы. When the drums of war beat, how will you emerge victorious? History is in the making, and your place in it has just begun. Что только что показали. Ладно. Time to head to Gotham. You guys excited for Gotham Nights? Что, продолжение? We don't have to wait long. It is coming this October, and Batgirl, Nightwing, Robin, and Red Hood are going to take over in Gotham Nights. You're probably wondering about the story. Who are the villains? Well, we've got a lot to share in this brand new trailer, and also some exciting news. The release date is going to be a little earlier than you expected. Check this out. Jim Gordon never gave up on anything. That's why Gotham City is still here. It's why I'm still here. Так, это после событий. And I've known for a while now that someday, Gotham Night. I'd have to work with you. Это когда Бэтмен умер уже, по идее. I've seen plenty of criminals in my career, but скорее всего будет кооператив. Nothing could have prepared me for this. Куда женщина, Харли Квинн. Well, well, if it isn't. Нет, не чудо-женщина, Бэтгерл. Gotham City is at her weakest. Нет, нет, так я не играл вообще ни в одну игру. And the sharks are circling. They're all making their Анонсировано новое РПГ от авторов Fallout, The Elder Scrolls и Dragon Age. Что? Вот это вот меня вообще заинтересовала игра. Wiresong? Wiresong. Не знаю, как читается, но, блин, оно мне уже нравится. Your skills, your knowledge, your adaptability. Да, вот это не будет, потому что это сбалансировано. You got my back? Oh, boys! Все. This biopic is based on a true story. My story. Soon, the world will feel the cold as I do. I got one last little surprise for you. Come to watch the show, Red Hood. Возможно, скоро Женя будет ждать не Эвал, а пожалуйста. 21 октября выходит на Gotham Night. Pretty good trailer, right? October 21st now for Gotham Knights. All right, now it's time to announce a brand new game from a new studio. The global announcement of the ambitious new adventure game developed by Everstone Games. It's called Where Winds Meet. It's an interactive open-world RPG featuring action, adventure, and martial arts set in a turbulent time in the Northern Song Dynasty. The combat looks really cool. Check out this announcement of Where Winds Meet. Пожалуйста, не убожество. Так, что-то японское. Неплохо. Да. Это не
Этот не Black Myth, про обезьяну. Возможно. Потому что там показывали про свадьбу. Угу. По-моему, это она. Нет, это не она. Ну, открытый мир. Ну да, ну что-то как-то меня такое... Что-то меня такое обычно отталкивает. По типу мобильных игр. Ну это да, другое сопровождение такое, понятно. Для аниме. Ну то есть не аниме. Ну это скорее всего, да, это китайский стиль. Не Япония? Или это Япония? Ну просто азиатский. Да, азиатский стиль. Не, довольно неплохо. Когда ветер что? Майндс? Когда ветер мысли? Мысли? Скорее всего, боссов показывают сейчас. Или нет? Что-то в этом есть. Where winds meet. Again, so much new IP tonight. It's really cool. All right. Back when we Что started ONL in значит 2019, a very special Или guest когда... joined me here in person to close the show. And Да, this что year, when I значит told him that we were going to be back here live in person, he said, well, I got to take part in some way. So please say hello to my good friend, Hideo Kojima. Mr. Kojima? Кодзима, ура, наконец, наконец. Ну давай. ゲームズコムの皆さん、こんにちは。小島秀夫です。僕は今ですね、ゲームの制作で Новая игра. 新作に取り組んでおりますが、今回は別のニュースのお知らせとなります。Ну, наверное, слышали. この度9月から、僕のポッドキャスト番組を Spotify でなんと独占配信することになりました。おー。それでですね、英語版と日本語版をそれぞれ同時通訳を交えて制作するというですね、新しい試みです。全世界のリスナーに向けてお届けをしたいと思います。またですね、ジェフ・キーリによるエンタメ業界ニュースのコーナーもレギュラー化の決定です。第1回の配信は9月8日を予定しております。各分野を代表するですね、超スペシャルゲストも登壇予定です。ぜひリンクをチェックして楽しみに待っていてください。以上、小島秀夫でした。ありがとうございます。Давай, показывай что-нибудь. Сборник, ну, скорее всего, его этот подкаст. Это все? Подкаст разработки игр его. Booth experience for those of you here in person, and for those of you at home, we've got a brand new trailer that shows you more of this incredible amusement park simulation game. Байда мамка. И Кодзимыч это все? Реально?
Here is a little something to inspire you. Be creative. Сразу стиль так себе. Какой-то Диснейленд, типа, по типу у него. Строительство, скорее всего. Стратегическая игра. Where winds meet. Не знаю. Но знаю то, что про ветер. Когда ветер, что-то там. Meet, я забыл, как переводится. Great job, guys. This has a lot of potential. Yoo-hoo! Couldn't we go a step beyond? Ta-da! Давайте что-нибудь нормальное. Я думал, Кодзима что-то нормальное покажет, а оказывается, так чисто. Он объединил нас вместе с Spotify. What about you? Скорее всего, какой-то его дневник был. Beyond your imagination? Ну, специальный подкаст. Or beyond. Coming soon. So much fun. I love the diversity of games we have here. Amusement Park Simulator. I love Theme Park back in the day. Great to see that's coming out from Limbic and Bandai Namco. All right, now it's time to share another special announcement here at Gamescom. Not a game, but a concept car. That's right, it's here at Gamescom, and I got to catch up with Oliver Heimer, the head of Mini Design. Check it out. Кöln нам покажет. Я надеюсь. All right, I'm over here at the Mini booth with Oliver. This is the Mini Pokemon Concept Aceman reveal. This looks so cool. I'm glad you like it. Well, let's take a look and learn more in this trailer. Я уже это видел. Oh, this looks so cool. I have so many questions for you, Oliver. First of all, I want to ask you about this partnership, a car with gaming features and Pokemon. How did this come together? Yeah, first of all, let's talk about Gamescom. You know, Gamescom is one of the core events of fandom pop culture. And as we ourselves are a part of that pop culture, we don't want to miss out such a great event. And the Pokemon Company International and we have a lot in common. We're both iconic brands. And Mini is more than a car. It's a character. You partner to explore the world. And the world of Pokemon is full of unique characters with special powers. So we share a love for distinctive design and strong values. I'm going to ask you your favorite Pokemon in a minute, but first, I want to ask about the gaming features. We saw a little bit in the trailer. Tell us, break it down. Why does this appeal to gamers? So, first of all, it's all about the Aceman's gaming features. It's designed to be playful, as the brand is. The Pokemon mode welcomes you inside of the car, and then you can connect your gaming console to your Mini. And all you notice is a lot of details referencing Pikachu in particular. Yeah. The Aceman is fully electric, just like Pikachu is an electric type. So they're a perfect match. Is there an overarching motto to this partnership? So indeed there it is. We ask ourselves the question, what is if a car could connect it with your gaming console, just like it does with your smartphone. So we are promoting a playful mindset, just like our brand in Pokemon. So our Gamescom claim is play on, never stop playing. Well, speaking of never stop playing, will we see you next year at Gamescom as well? Yeah, we plan to stay in the game and play on for sure, like we always have from the get-go. Давайте что-нибудь по играм. Awesome. All right, Oliver, thank you so much, and we've got much more O&L still to come. Так, что это? Warhammer.
Dark Tide is a first-person co-op set in the grim dark future of Warhammer 40,000. Welcome to Tertium, a sprawling hive city on the brink of destruction. You are a reject, a convict freed to serve the Inquisition in this darkest of hours. It is your duty to fight, and, if necessary, die for the Emperor. You can expect no help. Верментайт, скорее всего, такой. You are Tertium's last line of defense. Просто провести весело время, помочиться. Да. Можно сказать одно, перед конец. The battle for Tertium is about to begin. Rejects will rise. Once upon a time, there were two twin sisters, Zora and Yaga. You got У них же этот Forspoken, да? Once upon a time, there was a freak with no face. Stop it! You can't hide from Baba. Он считается первоначально это эксклюзив. Должен появиться и на других платформах. What the hell is wrong with this forest? Not bad. Может, только можно стрелять луком, да? You kill it again. Можно. If anything bad happens, Что-то есть в этой игре. Ну, тут только показали лук, либо с лука и... Не так-то, нормально. Blacktail. К этому, к оружию отнеслись. Сейчас можно уже преактивировать это, точнее, регистрацию. Red Bull gives you wings. Очередная реклама Red Bull. Да. Blacktail уже можно купить даже по скидке. 18.39. Так, это повесть о бабе Яге, девочке, которую обвинили в колдовстве и выгнали из дома. Вы узнаете историю прохождения такому знакового персонажа в славянской мифологии. Освойте стрельбу из лука и раскройте мрачные тайны пущего жизнью сказочного мира. Ну, чё, прикольно, с этим прикольно. Я добавлю желаемое, почему нет. Spirates. Ее сделали тупо на консолях. Вот. Но писали, что вообще неудачно. Я даже пробовать не хотел. Новое обновление. Вавилон. And now it is time for a final award. But don't worry, there is more on Saturday, so make sure to not miss our award show on Saturday. But here are your nominees for the most wanted Sony PlayStation game. Уже PlayStation. The Dark Pictures, The Devil in Me. Ragnarok. Lies of P. Ладно.
One Piece Lies of P, Odyssey. наверное. And the winner is Lies of P. Так и есть, да. Here to accept the award is Jimon Choi, Project Director at NeoWiz. The stage is yours. Oh, thank you. First of all, I'm very proud of my team members, and we always do our best to live up to our team's name enough. And finally, do you know BTS? Like BTS in Korean pop, will be enough in the Korean gaming industry. Thank you. 감사합니다. Thank you. 감사합니다. Congratulations once again to Lies of P. Thank you so much. And yes, that's it from me for tonight. But before I say goodbye, I want to bring your attention to a more serious matter. The past 5 months of war have been devastating for the Ukrainian families, and UNICEF and partners on the ground are supporting those in need. And of course, funds are needed. So please consider donating at unicef.org if it's possible. And yes, we have to take care of each other. Gamescom also supports the development of Antura, the language learning game for Ukrainian children. Antura is based on an app which was made for Syrian war refugees to learn the local language. And I mean, in times like this, it is more important than ever to take care of each other. And I hope you keep that in mind, not only for Gamescom this week, but way after. Thank you so much. That's it from me, and have a wonderful Gamescom. Jeff, back to you. Thank you, Melly. Great to have you with us. We got a few more games to go. Now, one of the great things about Gamescom is we love to profile games made in Germany. And this next game was made by 4 students in Berlin. It was a big success on Steam, and now it's coming to a new platform, and we've got the announcement right now. Ежок. Напоследок. Nintendo Switch. До свидания. Значит, еще не все. Значит, что-то еще. Надеюсь. Давайте что-нибудь интересное мне. Я прям наелся перед сном. Что прям думал об этом. Да. Cute, beautiful. Now we're gonna get dark. The Outlast Trials. You guys excited for this game? The Outlast Trials we showed you last year at Gamescom Open Night Live, and we haven't heard anything since really from the team. And everyone keeps asking me, when are we gonna get to play this? Well, tonight we've got the world premiere of the brand new trailer, and yes, some news on when you might get to play it. Here we go. Погнали. Of existence. To create constant pressure. Absolutely. Feel your Так, много мяса. Ну это что-то новое, точно однозначно. Look at that pretty face. Progress in harmony. Ну это не тот Outlast, который мы знаем. Subjugation of perception. Guard. Chemical encouragement. Doctrine over person. This is for your own good. The final confession. Ну, в принципе, и показали, типа, небольшой геймплей от первого лица. Выйти на свободу. Переродиться. Но это уже не, в любом случае надо будет пройти.
8-го. То есть будет закрытая бета-тестирование. That's right. Some people will get to play something this year, the Outlast Trials. All right. Next up, we've got a tease of the first release from Embark Studios, which a lot of the veterans have worked on the Battlefield franchise in Stockholm, Sweden. They've got a shooter wrapped in a game show format where destruction is going to play a key role. What we've got here is a short tease with some actual gameplay in it. The full reveal is coming later in September. You can sign up starting now to get in to start playtests of this. Check out the finals. Что, финалист? Последний? Пакман. Я увидел Пакмана. Нет, это мне показалось. Finals. Сейчас? Set up now? All right, we got one more game for you tonight at Gamescom Opening Night Live, and this is one we've all been waiting a long time for. Так. Here we go. Вы ждали этого долго, по-моему, он сказал. Так, что это? Чего же мы ждали так долго? Ubisoft? Нет? Новой крови. It's true, Dead Island 2 coming next February, and joining me now to tell us about this long-awaited game is Con. Con, great to have you with us. First of all, let's explain a little context to that trailer we saw. Who is that character that we meet? Thank you, Jeff. It's great to be here. So you just met Jacob, and he is just one of our 6 playable characters. Our zombie slayers have larger-than-life personalities and unique dialogue, which fits in with a very pulpy and irreverent tone, as you could tell. I see the tagline there, see you in Hell A, so it looks like we're heading to Los Angeles in this game? Well, our pulpy tone is kind of a love letter to
classic cult Hollywood horror B-movies. So where better to set it than in Los Angeles, sort of a modern paradise gone to hell. Well, yeah, it looks cool. It's obviously over the top. I know you're working on the narrative for it. This game has been, long awaited for many, many years. You guys have been working on it for a few? Yeah, I'm sure some fans would agree with you. It has been long awaited, but Deep Silver Dambuster Studios started work on it about 4 years ago. We were really lucky. We got to build it from the ground up. We got to focus on what we love about the franchise, the over-the-topness, and we think we've got a really great action RPG out of that. So let's talk about the gameplay. We saw the CG piece, obviously, but what can we expect from the gameplay when you show it? So Dead Island 2's gameplay is all about experimenting with your preferred zombie slaying methods, just kind of going nuts. It's a combat toy box of close quarters melee brutality with a few guns for fun. Okay, well, can't wait to learn more. When are we going to get to see more, see some gameplay of it? You want to see some gameplay? I think we want to see some gameplay. You guys want to see the gameplay? Can we do it now? How about now? Okay, let's do it. Here's your first look at the gameplay of Dead Island 2. Thanks, Con. Типа прогнал их. Сейчас покажет геймплей. Stand the fuck back. It's hammer time. This way for the happy ending. Jimmy? Humanity's survival depends on the red gold pumping through my veins. Well, sounds like you're the star of the show now. This motherfucker! Да, мы с Женей вообще не смотрим. Так, CG Project Red представил долгожданное обновление. Появляется свежий дизайн сайта и никто не бывает поиска продуктов. Рады с Cyberpunk 2077 порой жалуются на отсутствие обновлений. Они есть, но CG Project Red Все? Может еще что-нибудь покажете? Последок. Вряд ли. And believe it or not, there is an uncut version of that trailer you can watch online if you want to see even more. All right, well, that's Dead Island 2 coming in February, and that is going to wrap up all the reveals for Gamescom Opening Night Live 2022. It's been a fun show, but before we go, I just want to say I hope everyone has a great Gamescom. There's lots of live streams for the next couple of days, lots of things for you guys to go and play and check out here on the show floor. And as for me and the team, well, we're going to go back to Los Angeles and get ready for the Game Awards 2022, which I'm excited to announce will be live on Thursday, December the 8th. 2022 from the Microsoft Theater in Los Angeles. We've got lots of great stuff we're working on for that. But until then, hope you guys have a great Gamescom. Thanks so much for being a part of Opening Night Live. See you soon. Реально не очень, потому что очень мало геймплея. Везде CGI-трейлеры. Да. И, знаете, был просто Bioshock. Bioshock, день Bioshock, вот 15-летие. И тоже не показал ничего. И также Ubisoft. Вообще тоже ноль. Как бы есть еще 4 дня, которые, возможно, что-то еще покажут. До 28-го, да, вроде бы? Но еще там, да. Но Плойка тоже там обещала свою презентацию. Будет она или нет. Вот, тоже в следующем месяце, сентября. Потому что они там должны были Ragnarok показать в любом случае. Потому что она должна в этом году выйти. И либо в следующем. Естественно, ее может перенести. Вот. Но Джефф Кили просто доказывает то, что
Этот год просто неудачный. Насчет игр. Ну, в принципе, анонсы были на Вот, насчет анонсов, да. Вот что на осень ждать мало. Можно сказать, что ничего нет. Вот я жду скоро, посмотрим, что там скоро. Как сама по себе игра, она жуткая, конечно, да, но буду смотреть. То есть интересно. А что больше всего понравилось? Вообще от презентации? Да. Ну, Хогвартс Легаси показали новый геймплей. То есть, но это уже анонсированная, то есть игра, то есть, да, которую мы уже видели. Видели, да. Я ничего не скажу, потому что игр мало. Что мне добавить, ну, из того? То, что я добавил, в принципе, список желаемого в... Ну, Lies of P, вот что интересно. Узнаю, потому что, да, это у меня будет плюс, потому что я сам имею консоль, да, вот этот Xbox, и имею подписку. У меня как бы хорошенько будет знать эту игру. Ну, и то, что мне зашло, это больше, наверное, да, типа Hogwarts Legacy, и вот, ну, типа, больше всего, что я жду, наверное, из этой презентации. Ну, Дюна была интересно что-то, типа, узнать, что-то, типа, ММО будет, типа, Atlas Fallen было вроде бы что-то, но непонятно. Black Tales. Ну, хочу он лайв тоже. Почему бы и нет, потому что Рик и Морти, вот Коля тоже, он заинтересован вообще полностью в этом сериале. То есть мультфильм. Да, вот, да. Но это как бы другая вселенная, поэтому я точно не знаю, что будет. Скорее всего, будут какие-то, может, отсылки в Рик и Морти, типа, на эту игру. Но это мы узнаем уже, не знаю, в сентябре, когда выйдет. Но сразу скажу, что скучно, реально было скучно. Вот. Да, 2 часа просто... Но не потеря времени, мы, да, узнали очень много контента. Да, вот, например, сейчас Lies of P, то, что, в принципе, уже и показывали. Вот, но я ждал не такого. У меня были ожидания высокие, но, может, и это и зря, что были ожидания. Да, я, конечно, ждал Биошока. Вот, ну, это потому что реально 15 лет, почему бы и нет. Что-то. Это тоже они как Ассасин сделали просто этот год, взяли пропустить. Ну, там хотя бы Assassin's Creed Origins. Ну, Ubisoft там будет, скорее всего, скоро новая презентация у Ubisoft. Это будет где-то в сентябре. И у PlayStation тоже будет в сентябре где-то. Да, но это еще неизвестно, они там анонсируют, наверное, в начале месяца. Да, ну, это мы будем ждать. Спасибо, что... Да, спасибо, что смотрели, было интересно. Конечно, никто не смотрел. Но... Ну, в начале, да, спасибо, чувак, который присоединился к нам и смотрел. Было весело. Все, и всем спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Всем пока. И спокойной ночи. Какой же кал-то, а? Я еще не отключил.